Сегодня мы с вами переходим к следующей суперважной чакре, без которой человек не живет, это интеллект. Интеллект состоит из трех основных частей. Понятийная часть отвечает все знать, логическая часть отвечает думать, и управляющая часть надумал, ну, пожалуйста, сделай, да, управляет. По понятийной части первая программа, которая, надеюсь, всем очень нужна. Знание – основа всех решений. Да, если у человека знания искаженные, решения будут соответствующие. То, что не понимает, у него даже не может на эту тему возникнуть мысль. Да? У него нет понятийной базы, чтобы размышлять. Человек может думать только о том, что он знает. Да? Распознает, пользуется какими-то смыслами. Очень простая схема. Вы что-то знаете, все решения, которые вы принимаете, на основе знаний. Да? Поэтому приняли решение, дальше что? Мы их воплощаем в жизнь, действуем, и все, что мы имеем в этой жизни, во внутреннем мире, в своей судьбе, это результат того, что мы знали, того, что мы думали, того, что мы сделали. Да, вот желательно четко понимать. Знание – основа, неправильное знание – причина всех страданий, правильные знания – основа, вот как возможность, что ты можешь думать, принимать решения, действовать и получать те плоды, за которые ты сумел сразиться и победить. Какие нужны знания, которые по отношению к себе дают наилучший результат? Все проблемы, там, страдания, переживания должны быть уничтожены. Все самые лучшие достижения, там, чувства, вера, покой, энергия, сила, все это должно быть реализовано. По отношению к окружающему миру море возможностей, проблем хватает, научись быть независимым от проблем, достигай наилучших результатов. Нужны такие знания. Дальше. Знание – основа успеха и счастья. Принцип тот же самый. Да, и причем по успеху в основном это личностный рост, затем профессиональный рост. Да, веришь в себя – сражайся за победу. Не веришь – даже не попытайся. Веришь в победу – иди и побеждай. Не веришь, что лучшее возможно, там, куча оправданий не дадут ни в наше стране, ни в наше время и все остальное, ну тогда страдай. Да? Нужны знания, которые позволяют побеждать, и счастья достигать, и успеха, и всех других самых лучших результатов. Второй блок интеллекта, вторая часть интеллекта – это логическая часть. То есть знания в идеале, там, как устроен мир, каким законам он подчинен, что какими именами называется, что с этими понятиями можно делать. Логическая часть – это инструмент, вот как компьютер. Да? Он может опереться на эти знания, проанализировать информацию, принять те или иные решения. Логическая часть прежде всего принимает решения. Основные ошибки, которые допускает человек: а зачем мне думать? Я творческая личность. За меня решения принимают эмоции, желания. Он обречен не строить свою жизнь, ну, а дергаться в соответствии с тем, что там из копчика позвонили и сказали: тебе сейчас нужно действовать вот так. То ли бояться, то ли там кушать, то ли спать. Да? Человек не выстраивает цельную конструкцию, да? Он идет, да, за своими проблемами. Ну или я всегда правый тоже. Неважно, сколько ты наделал ошибок, ни одну не исправишь. Почему? Ну, твоя задача защищать все, что ты уже наваял. По логике. Она состоит из множества различных частей. Одной из самых важных — цели. Есть цели, человек уже анализирует, как к ним прийти, да, что уводит, как убрать, что ведет к цели, как это найти и как это реализовать. Дальше. Основа любых решений — это оценки. Как правильно оценить добро, зло, благоприятно, неблагоприятно, выводы. Исходя из этой ситуации, что можно, что нельзя. Схемы принятия решений. Вот логические цепочки, вот как развязать тот или иной клубок. Есть ли у человека тот или иной навык. Там, приоритеты, да, вот, различные величины, как их там сопоставлять, объединять, да, какие там принципы, так скажем, один из основных, лучшее из возможных. То ли привычка, что в 5 лет, что в 45 одна и та же привычка человек оставляет, да, то ли в данной ситуации, да, с изменяющимися возможностями, какие решения лучшие из возможных. Правильный принцип — решение лучшее из возможных, и человек думает, как, тогда он растет. Да? По карьере, по личностному росту, по взаимоотношениям всех типов, по образу жизни, да, потому что это ответы. Что правильно, что неправильно, что принесет силу, счастье, успех, и что приведет к прямо противоположным результатам.
Когда человек решает эти вопросы один за другим, то его возможности и те блага, которые в его душе живут, в его жизни проявляются, они растут. Если он эти вопросы не ставит, да, не изменяет сферы жизни, то нет и позитивных соответствующих результатов. Решение лучшее из возможных, да, мой долг. Желательно понимать, что в каждой сфере этот принцип будет работать, ну, нельзя сказать, что по-разному, но очень много разнообразия. Как лучшее из возможных проявляется во взаимоотношениях, предположим. Да? То есть нужно понимать, где негативная составляющая, где позитивная составляющая. Позитивные составляющие, где их иерархия, где начало, где развитие, где все лучше, лучше, лучше. Да, или там, когда что-то смешанное, но я огрубляю, там, богатый, но хам, или классный человек, но с доходами сложности, как оценить, да? Вес тех или иных показателей в общей оценке. Какие показатели являются критическими, вообще недопустимыми? Ну, скажем, если человек не этичен, ну, будешь страдать все время, да, или напрягаться, или с трудом сдерживаться, и играть ничем особо не будешь. Вот. Как ты идешь по тем или иным причинам, это один из основных навыков, который должен сформировать в себе человек, чтобы подниматься по уровням развития вверх и научиться управлять своей судьбой, научиться осознанно идти к цели. Как решить вот эту вот задачу? Неважно, бизнес, взаимоотношения, как решить? Для этого должен быть план. У вас есть план, мистер Фикс? У вас должен быть план на каждую вашу жизненную задачу. Что человек не любит свои планы? Да, вообще планы. Да не хочу я в будущее смотреть, об этом думать. Боюсь вообще. Неприятно. Какое отношение к будущему человека? К покровительным силам. Он рубит все связи. Мой долг — опора на закон. Люди по-разному думают, по-разному принимают решения. Да, вот духовные законы говорят о том, как нужно поступать, чтобы раскрывалась душа человека, и высшие силы помогали. Социальные законы говорят о том, как пользоваться возможностями общества, и за что тебя будут тем или иным образом преследовать и наказывать. И человек, собственно, становится взрослым, сильным, умным, когда? Когда он получает способность в различных ситуациях, все более сложных, все более эффективных ситуациях, принимать все лучшие решения. Для этого свой разум нужно тренировать. Да, то есть понимать, вот эти ситуации, для чего они предназначены, и как в них действовать правильно и почему. Да, по мере того, как человек познает, дальше нарабатывает опыт, проходя те или иные ситуации, он и растет. И разум его растет, и его душа растет. Вот я хочу, чтобы мой разум, да, развивался, рос, я был способен принимать соответствующие решения. Третья часть, управляющая часть, она решает различные задачи. Там интеллект принял решение, эти решения нужно там, по чакрам распределить, да, или проконтролировать, чтобы человек сделал то, вот, какое решение было принято. Да, в том числе создать условия, чтобы интеллект элементарно мог думать, ему остальные чакры не должны мешать, он, по крайней мере, да, говорит, так, все успокоились, я думать буду. Да, потому что когда чакры возбуждены, кто-то там говорит, хочу есть, другой говорит, хочу плакать, третий говорит, пошли в кино. И все чакры кричат, а интеллект говорит, стоп. Он слушает, ему никто слова не дает вставить. Вот человек эмоциональный, интеллекту вообще-то слова никто не давал. Да, есть другие персонажи, которые правят балом. Да, если человек все-таки обладает какой-то степенью власти над собой, то он, интеллект, командует парадом.